Так, господа, сейчас очень важно в начале информация. Не надо оформлять кредитную карту прямо сейчас по ссылкам, потому что там будет дебетовка. Дебетовка. Вы просто ее берете, кладете на нее деньги и потом с нее их тратите. Ну и само собой, дебетовочка-то непростая, от проверенного Тинькофф банка. В данном случае в моем дизайне, а можете заказать просто Тинькофф Black, она называется. Ее преимуществом является то, что по ней 5% на остаток прилетает вам каждый месяц. Естественно, живыми деньгами. Но есть еще и волшебное слово кэшбэк. Это 1% кэшбэка со всех покупок, 5% на выбранные вами категории и до 30% у кучи партнеров банка, среди которых магазины электроники, сервисы и куча всего другого. И, кстати, на карту Black кэшбэк приходит не просто какими-то баллами или чеканной монетой, а настоящими живыми рублями, которые можно снять в банкомате. Причем в банкомате деньги с Тинькофф Black карточки можно снимать любого банка в любой стране мира без комиссии. Даже в Америке, даже в Мексике, да где угодно. Я проверял это лично. При этом переводить на другие счета в других банках можно также без комиссии. То есть можно перевести в национальный единый банк, в Трансраснацтехпромкредит, возьми, пожалуйста, банк. Все теперь это вам доступно без комиссии. И мне тут еще пишут, что если вы оформите карточку именно по моим ссылочкам в описании, то, конечно, вы не получите 200 голды и бесплатный щит. Но если вы совершите по ней покупки в течение первого месяца на 5000 рублей, то 1000, они так прямо написали, 1000 рублей с этих покупок вам вернется обратно, соответственно, живыми деньгами. В общем, Тинькофф Банк — это очень крутая функциональная штука, которая помогает вам в жизни, и пользоваться ей действительно одно удовольствие. Ссылочки на дебетовую карту Тинькофф Black, само собой, будут в описании под этим видео. Господа, здравствуйте! Веселье, похоже, на этом заканчивается, и дальше начинаются сугубо научные изыскания. Поэтому сейчас гранта ставится на тележку, и дальше по многим уже из вас известной схеме въезжает столб. Делаем мы это осознанно, специально, и я бы не сказал, что с особым цинизмом. Все дело в том, что это началось с того, если кто вдруг не в курсе, что мы намотали Mark II на столб, чтобы показать, как же поведет себя старое гнилое GDM создание при столкновении со столбом. Эта ситуация часто встречается в интернете, в ДТП, ЧП и так далее. Как вы видите, подмораживает, зацепов все меньше, а значит, на столбы уже давно уверенно летят в городе, к сожалению, люди, не справившиеся с управлениями. Прилетают и Солярисы, и в том числе недавно прилетала и пара Грант. Мы эти видео, напоминаю вам, делаем для того, чтобы установить, какая же машина лучше по безопасности. Дело в том, что боковой удар в столб, на мой взгляд, является худшим из того, что может произойти с вами на дороге. И такого рода краш-тесты не проводятся всеми мировыми известными производителями. Производится боковой удар, но имитация столкновения автомобиля в автомобиль, то есть там более широкое препятствие с перекрытием и так далее. В нашем же случае столб прилетает в бедро водителю или пассажиру, воображаемому, которого, конечно же, на нашем месте нет. И наша сегодняшняя задача — установить, как будет держать удар Лада Гранта. Мы взяли машину 2017 года с пробегом в 451 тысячу километров, которая работала в службах. Поэтому, соответственно, использовать ее дальше уже сложно. Она отжата вся по максимуму, кроме кузова. В ней не осталось практически ничего. И сегодня мы узнаем за бюджет 200-250 тысяч рублей, что же все-таки лучше: старый японец, Солярис или Лада Гранта, которая сегодня и встретится со столбом. Также все это было невозможно без нашего дружественного проката спецтехники, который располагается здесь же и называется АСТ Парголово. У ребят есть экскаваторы, катки, есть трактора, есть все что угодно. Я обязательно оставлю на них ссылку в описании, и они делают так, что мы купили сразу много столбов, и когда мы приходим, новый столб уже установлен заранее, еще для прошлой серебристой Гранты. Так что если вы хотите взять в аренду что угодно из экскаваторов, погрузчиков, чего хотите еще, просто проходите по ссылкам в описании, звоните в АСТ Парголово и стройте на здоровье. Учитывая опыт предыдущего неудачного краш-теста, мы, естественно, сделали выводы. Поэтому в этот раз у нас новая железная дорога. Это все та же труба со стенкой 60 мм, то есть 60 на 60 труба квадратного сечения, но стенка в этот раз толстостенная. Вся насыпь полностью новая, выведенная в горизонт, прокатанная каткам. Это щебень и отсев, замешанные вместе. Шпалы в этот раз мы сделали двойные, чтобы они не проседали, то есть это две доски по толщиной 50 мм, которые уложены сверху друг на друга. А сама дорога стала длиннее
длиннее на 10 метров. Таким образом, общая длина полотна составляет 60 метров. Это даст возможность не так сильно рвать на старте и развивать большую скорость в момент столкновения со столбом. Таким образом, мы получаем идеальный горизонт. У нас больше нет прыжков и скачков. Телега проварена полностью и усилена. Новые швы. И, по идее, в этот раз ничего не может пойти так. Столб у нас новый еще с прошлого раза. И в землю он также закреплен еще подсыпкой, утрамбован так, чтобы стоял намертво. Вроде как все нарядно. По крайней мере, в теории. Чтобы вы представляли, как работала эта машина. Из салона она выехала 1 июня 2017 года. 1 июня. 1 июня 2017 года мы забрали машину гипотетически из салона. Да? Ну, машина рабочая. Первое ТО 7 июля 2017. Через 5 недель она проехала 15 тысяч километров. Еще через месяц, меньше чем через месяц, 7 она выехала, а 4 августа уже было второе ТО. 30 тысяч километров. 1 сентября 45 тысяч километров. 28 сентября 59 тысяч километров. 15 тысяч километров за 3 недели. 5 тысяч километров за 7 дней. Без остановки она молотит. 26 октября 74 тысячи. 23 ноября 89 тысяч. И дальше, она сошла с гарантии, после 100 тысяч, соответственно, уже никто не ездил. Раз в месяц, а иногда и 2 раза в месяц эта машина приезжала на плановое ТО. Таким образом, неудивительно, что на сегодня здесь 451 тысяча за 2 с лишним года эксплуатации. Мотор на Супротеке, масло ест литрами, коробка воет на всех передачах. Подвеска еще сток, потому что она ездила по идеально ровным дорогам. Но за 450 тысяч вы понимаете, что от этой машины не должно остаться было ничего. Однако, посмотрите на состояние салона. Это мальчики здесь игрались, какие-то у них ролевые были эти движения. Руль практически не затерт, вот только небольшие раковинки появились. 450 тысяч подтвержденного, да, чехлы, торпеда, без потертостей, все четко. Не протертые даже кнопки стеклоподъемников. Лабаш, я не знаю, какой по счету, может, кстати, даже и оригинальный лабаш. То есть салончик выглядит тысяч, наверное, на 70, да? Где-то так вот. 70 до 100 тысяч по виду салону. На приборке 450. Вот теперь и слушайте всех автоподборщиков, которые там сразу так залезают. По состоянию педалей, по состоянию руля и так далее. Здесь по всему сотка. Накладки на педали не протерты. Они не протерты, пацаны. 450 тысяч. Все ручки в отличном... Ручка КПП, посмотри какая. Ее пытались открутить, но она вот чуть-чуть только затерлась. Она прям нормальная. Чехол КПП не потрескавшийся, ничего. Ни одна пиктограмма ни на одной кнопке не стертая. Все работает, чек не горит. Вот сейчас просто крутани спидометр на 70, и какому-нибудь лоху из автоподборов она отскачет просто вот... И все. Она, конечно, бьется с сервисной историей уже на 89 тысячах и так далее. То есть ее нужно крутить где-то на 120. Идеально. Просто идеально. Вот я не знаю, что делать с этой информацией. Короче, при покупке бэушки вас может ждать все, что угодно. Все наложилось прямо 1 к 1. Ей плохо. Она ударилась и отскочила обратно. Ну-ка, почему? Достал столб тележку? Чуть-чуть достал. Микро буквально, но это не удар. Не погнуло. То есть это чисто гранта сработала. Достал немножко деревяшку, как мы видим. Но зашло очень сочно. Очень сочно зашло.
То есть она визуально как бы не как Марк, но фактически как Марк. Это прямо очень плохо. Она вообще не держит. Очень неутешительно. И она двухлетка. Это очень свежая тачка. Без дефектов по кузову. С целыми лонжеронами, с целыми порогами. Но ей 2 с хвостиком года. Ну как Марк, я бы сказал. Как Марк. Ровно как морковка. Марк был хуже просто потому, что он длинный. И он казался за счет этого, что его сложило. Но ее сложило так же, просто она короткая, этого не видно. Столб ровно на месте пассажира, как в Марке, так же. По повреждениям тут есть мнение, что АвтоВАЗ очень обидчивая компания. Поэтому в этот раз выводы делать вам. Просто смотрите то, что видите. Что ж, господа, что мы видим конкретно, что случилось с этой машиной? Разошлись даже лонжероны, потому что привод левого колеса вытащило из коробки. Этот лонжерон, вот даже этот левый, который не участвовал в ударе, напомню вам, он весь пошел волнами. Все, что можно было в этом кузове смять или согнуть или порвать, все абсолютно порвалось. Столб встал на ровное место пассажира. Водительская, даже рулевая колонка даже подошла ближе к двери. Капот открыть не получается, потому что открывашка капота сама впечатала в стенку. Педали вытащила чуть-чуть вверх, потому что моторный щит все равно проник в салон, его выгнало дугой. Сейчас, может быть, конечно, получится все-таки открыть. Но нет, его заклинило намертво, и как бы это уже не сегодня, в любом случае. Зазоры всех дверей, естественно, ушли напрочь. То есть это очень-очень плохо. Даже этот порог левый, он стал вот таким бананом. Лучше Марка она, пожалуй, только тем, что она, собственно, еще не такая гнилая. В остальном же очень мягкий автомобиль оказался. Конечно, не сравнить с Солярисом, безусловно, потому что тот выдержал и поехал. При этом, да, она не заглохла, чек не загорелся, она также даже сейчас заводится. То есть магистрали остались целые, бак на месте. Двигатель, вероятнее всего, не сорвало с подушек, потому что ни тосол, ничего не течет. Все, в общем-то, в порядке по этой части. Что интересно, что очень мало осколков, но что самое шокирующее, скорость была всего 50 км в час. Максимум 52-3 км в час. Напомню вам, что Марк вошел с 55, а Солярис с 60 в столб. То есть это самая медленная скорость из всех машин. И повреждение ровно заканчивается на том месте, где начинается телега. Мы здесь всей командой как-то весело подумали, что если бы телеги под ней не было, или бы это были просто 2 лыжи, столб пошел бы вот сюда как нож на вылет. То есть на данный момент по краш-тесту, если я сравниваю, эта машина ничем не лучше Марк 2. И при выборе, что покупать за одни и те же деньги, скажем, 250 тысяч рублей, вывод напрашивается очевидным, конечно, старое японское качество, потому что там, ну, больше комфорта хотя бы. Хотя эта машина прошла 450 тысяч, напомню вам. Смотри. Вот это я стою ровно. Вот это, на самом деле, это место пассажира. И точно так же было в Марке. То есть она ровно как Марк 2 91 года, гнилой в щи. Ну согласись, Никитос, я не вижу разницы. Разница в том, что да, у нее не полопались вот эти стойки, как у Марка, по распилу. Но она и легче, она короче, и ей 2 года. Она в идеальном по кузову состоянии. И у нас нету строп, их заклинило. Смотри, дверь разошлась по сварке. Смотри, пенка двери отошла от внутренней части двери. Даже вот так разошлось, вот это все. Все довольно-таки печально получается. И, чтобы подтвердить прямо сейчас миф по поводу старого столба. Мы теперь столб будем менять после каждого краш-теста, но сейчас столб еще стоит тот, в который только что влетела эта гранта. Как вы видите, справа от меня ребята из АСТ Парголова уже работают и ставят сюда Жигули копейку Offroad СПБ. Жигули отдельного теста, в принципе, наверное, не очень достойны, потому что понятно, что эта машина плоха по безопасности, никто ее не считал в те времена. Но столб у нас, по идее, тоже уже треснутый. И если уж такая крутая логика, то, по идее, Жига сейчас должна завалить столб. Или нет? Или должна? Наши ставки, что нет, потому что столб, хоть и очевидно, да, имеет трещину, и нужно это признать, микротрещины, но их даже видно взглядом. Но машина априори мягкая. Если бы она была жесткая, она бы его сейчас срезала, гипотетически. Все вот эти споры насчет Соляриса мы разрешим с вами прямо сейчас.
Да ладно! Версия подтверждается с Солярисом. Второй раз столб уже не столб, а вот это прямо мы дали за травочку. Так видишь, кузов в Linux, поэтому оно и да. Поэтому... Божественная интеграция сейчас сработала, если вы не в курсе. А вот этого произойти было не должно. Второй раз столб не столб, прикинь. То есть та минутка надежды, которую мы поселили в Солярисы. Ну, значит, нужен второй, по-любому нужен второй Солярис. И новый столб. Нет, столбы сейчас каждый раз новые, все, это уже решено. Сейчас каждый раз будут новые столбы, это 100%. Но, соответственно, нужен точно реплей с Солярисом, потому что если Жига завалила столб, которая однозначно не усиленная, стоковая, должна быть очень мягкая. Да, Жиги там все понятно, там даже нечего смотреть, там вообще просто салат. Но она его завалила. А значит, и Солярис мог так же, значит, все что угодно могло завалить столб. Мы облажались снова. Самое неожиданное из этого видео, это даже не то, что особо гранта. Мы это уже вторую серию твердили, что машина, вышедшая из чертежей где-то в конце 80-х, начале 90-х, в любом случае не может быть как по безопасности адекватно машине, которая уже выпускалась в 2010-х годах. Понятно, что на компьютере ее никто и не считал, и, ну, действительно, мы все видим сами большую разницу между автомобилями, грубо говоря, и учитывая особенно то, что она 2017 года выпуска, и 450 тысяч километров у нее были без ДТП, она не бьется по базам, по крайней мере, с ней все в порядке. Это, конечно, очень странно, и то, что все-таки и одноразово использованный столб уже не столб. Вот это тоже очень интересно. То есть у теста с Солярисом по-любому теперь навсегда повиснет звездочка, что это не 100% правильный тест. Потому что если Жига завалила столб, значит что угодно завалит столб со второго удара. Будь там Солярис или прочее. Но к справедливости ради нужно сказать, конечно, что Жига все равно даже уже конченый столб, и она все равно его обняла, и столб там вошел через пол салона и даже глубже. А непосредственно Солярис, хоть и якобы конченый столб тоже был, но он остался почти крепким. Но, грубо говоря, сравнивать Солярис с классической моделью Жигулей, наверное, некорректно. В следующей серии, господа, всем интересно, что же будет дальше, а мы все хотим дорубиться до истины. Во-первых, Солярис снова будет. Да, я знаю, что вот сейчас Влад Телебаев против, но, тем не менее, мы должны закрыть просто вопросы. Если у нас есть испытания, грубо говоря, которые мы называем, по нашему мнению, более-менее адекватными, значит, надо бахнуть еще Солярис. Далее, в следующей серии у нас будет китаец с бюджетом до 250 тысяч. Конкретно не знаю, какую модель, хочется из чего-нибудь типа более премиального, то, что уже из новой эпохи, более крепкого, типа М-Гранды, типа уже каким-нибудь, может быть, кроссовера, может быть, Тига разложить. Он все-таки из RAV4 копировался, вроде как, уж на что надеяться, так, наверное, только на него. И мы узнаем, так ли крепко китайское железо, опять же, за наши 250 тысяч. А вот далее будет совсем интересно, господа, будет УАЗ Патриот против Гелендвагена. Конечно, с другим бюджетом, понятно, что это уже 1400 рублей каждая машина примерно будет стоить, но там не все так просто. В рамниках работает немножко другая штука, нежели пороги и стойки. И гелик не очевидно лучше в плане бокового удара, это 100%. Ну и, безусловно, как вишенка на торте, по многочисленным просьбам, в конце краш-тестов все равно будет Лада Веста. Ну, я, в принципе, по ней ничего не сомневаюсь. Я думаю, что она будет такая же крепкая, на самом деле, как и Солярис, потому что это уже новая спроектированная машина на компьютере, посчитанная и так далее. Просто вы многократно это просили. Веста будет, и она будет в конце. А пока что, если кто-то вдруг почему-то еще не понимает, зачем мы все это делаем, мы это делаем, чтобы сохранить хотя бы одну жизнь. Чтобы при выборе машины вы сравнивали не только то, как она валит, едет и прочее, но и то, кто сидит рядом с вами. И насколько эта машина будет безопасна при разных типах ударов. И посмотря эти разные видео против столба, там марка, модель и так далее, вы точно могли выбрать машину, которая очевидно крепче. Даже уже исходя из того, что мы разбили, получается, 3 машины, у нас точно есть одна, которая 100% крепче, чем остальные. А будет еще гораздо больше. Спасибо вам огромное, что смотрите эти серии. Огромное вам всем удачи. И пока. Прямо вот я сегодня буду много думать после этого видео. И секундочку, для тех, кто еще не выключил, не повелся.
у нас будет другая тележка. Есть большое подозрение, что и Гранта, и Жига вошли во столб настолько, во сколько им позволяла телега. Дальше уже наступила поперечина. Так вот, следующая телега будет в виде таких здоровых двух длинных лыж, на которых полностью лежит тачка, чтобы столб имел возможность просто резать ее на вылет. И вот тогда, возможно, будут еще более красочные краш-тесты. Но в следующих сериях.